Доброе утро, друзья. Ну что, очередной день в Стамбуле. Я уже сбился со счету какой? Четвертый, наверное. Или третий. Мы готовы. Мы выдвигаемся смотреть новые места. Вчера вообще была эта история такая. Отрубился WhatsApp, Facebook, YouTube, и мы просто остались без связи. Вот это было вообще... это было неприятно. Вообще ни связи с родственниками, ни с кем, ни по делам, вообще ничего. Вот, но зато это такой digital detox. Вот. Зато мы посидели вчера, посмотрели закат, погуляли ночью, попили вкуснейшего вина, поели каштаны. В общем, хорошо. А сейчас утро, идем на завтрак и быстро гоним смотреть достопримечательности. Погнали! И все-таки район Галата в Стамбуле – это два разных района. Вечером и с утра. Вечером тут, мне кажется, миллиард человек. А с утра маленькие, уютные, извилистые улочки. Свежесть от этих деревьев. Эти мотороллеры ездят, люди готовят завтраки. Ну прям уют вообще. Вот обязательно, когда едете в Стамбул, побывайте в этом районе. Ну или, если вам удобно, заселитесь, живите в нем. Тут прям хорошо. Единственное, что там, где стоит башня, там очень большая горка, будьте готовы к этому. В общем, дошли мы до заведения Лавандер. Кто там? Лавандер кафе. Здесь хотели мы заказать завтрак. Взять завтрак на одну персону, а съесть на двоих. Но тут сказали, что типа, когда ты заказываешь завтрак на одну персону, это типа безлимитка. То есть у тебя там мед закончился, тебе пришли, долили меда. Вот, поэтому если сколько персон, столько и завтраков. Меню здесь по QR-коду открывается, с картинками, все красиво. Все, таким образом заказ набивается прямо на этом сервисе. Приходит официант, ему показываешь этот заказ, и он бежит готовить. Вот. Место находится в таком хорошем районе, приятная музыка, очень интересный декор. Ну, прям хорошее, светлое какое-то место для завтрака. Прям вот, мне кажется, внешне самое то. Сейчас попробуем, как оно на вкус. Сегодня у нас Даша рассказывает про завтрак, поэтому, Дашуля, давай. Что у нас тут сегодня? У меня омлет с сыром и лавандой, что-то в этом роде. Я думаю, что это вкусно. С сыром и лавандой. Лаванда — это кто вообще? Это растение, животное? Цветок? Это цветок? Цветок? Ну, вроде да. Это омлет с цветами. Очень вкусно. А это даже не омлет, это яйца с сыром, с помидоркой. Яйцевая жишка. С чем-то, с грибами, что ли. А у меня вот настоящий омлет. То есть здесь прям зажаристая корочка. У тебя ничего необычного, да? Ну, как так вышло. А у меня вот интересненько. Бери хлеб, макай туда. Чем? Так вкуснее. В общем, рекомендую место.
Очень вкусно. Правда, мы хотели турецкий завтрак, Не важно. едим европейский. Не важно. Не важно, это очень вкусно. А еще у меня кофе с лавандой. Латте, да? Или капучино с лавандой. Короче, вкусные завтраки. Это прям, сегодня я прям счастлива. Наконец-то вкусный завтрак. Ура! Ну все, мы наконец-то разделались с завтраком и едем в мечеть смотреть главные достопримечательности Стамбула. Нам удобно было, что до остановки трамвая было буквально 3 минуты пешком идти, а трамвай здесь ходит мало того, что по минутам, я вам говорил, так еще и там много места, он длинный, с переходами, в общем, классно, удобно. И мне очень нравится, как организовано трамвайное движение, что оно отгорожено от основных дорог. И плюс есть вот такой перрон, где на входе на перрон ты оплачиваешь картой, и все, дальше никаких контролеров, кондукторов, просто и удобно. Ну что, мы добрались наконец-то до площади Султан Ахмед. Мы хотели посмотреть эту мечеть, но помните, сколько народу было? Ну вот. А сейчас вполне нормально, обычный будний день. Туристы есть, но не так, чтобы не протолкнуться, как тогда. И за мной визитная карточка Стамбула. Мечеть Султан Ахмед. Ее построил Султан Ахмед I, который много-много воевал, но каждая его битва была проиграна, и особых заслуг в его военных походах он не добился. Поэтому решил хотя бы в религиозной тематике преуспеть. И построил вот такую мечеть. Но и тут у него все не гладко пошло, потому что минаретов, по идее, всегда 4. И он, видимо, хотел сказать, сделайте их золотые этому архитектору. И сказал, алтын золотой. А вот тот, видимо, услышал алты 6 и сделал 6 минаретов. В общем, все у мужика не так гладко по жизни шло. В общем-то, мечеть сама сейчас закрыта на реконструкцию. Мы можем на нее только посмотреть. Сейчас в то время, пока она закрыта, люди ходят вот в эту маленькую мечеть. Вот. Поэтому мы сейчас погуляем, посмотрим. И, кстати говоря, пойдем. Если обернуться, то тут другая достопримечательность, не менее значимая. Это, собственно, Айя София. Это был, по-моему, Византийский собор, который стал музеем, который сейчас тоже мечеть. Вот туда, насколько я знаю, мы можем попасть. Пойдем посмотрим его поближе и изнутри. Ну и вот так это все выглядит внутри. Множество люстр, спущенных с нереальной высоты прямо донизу. Много-много людей. Красивейшие своды с какими-то интересными символами. В общем, если в 2 словах, красиво, очень чувствуется древность. Мне нравятся вот эти фигуры на стенах, я таких нигде не видел. Мне очень нравятся огромные купола и своды, опущенные вниз люстры. Но здесь нету ощущения души, что ли. Возможно, это из-за туристов. Очень много туристов. И сюда приходишь не как в мечеть или в храм. Это просто музей. Вот. В отличие от, допустим, тех же кавказских мечетей.
ну, здесь не так вдохновляюще, но красиво. Вот. Что интересно, здесь это место было несколько раз византийским собором, христианским собором, потом мечетью, потом музеем. В общем, на стенах были фрески, которые мусульмане регулярно муровали и замазывали, потому что в мечети другие рисунки должны быть. Возможно, через несколько лет или веков их опять отмоют, и опять эти религиозные драгоценности появятся и будут радовать верующих христиан. Здорово, что здесь, в районе площади Султан Ахмед, где Айя София, Голубая мечеть, здесь же есть еще одна достопримечательность. Называется она Цистерна Базилика. Это место еще во время Константинополя служило водохранилищем, а также в нем снимали несколько фильмов. Внутри Цистерна Базилика вот эти арки, своды поддерживают египетские колонны, каждая из которых из разных мест. Но, граждане-туристы, сегодня мы туда не попадем, потому что, к сожалению, она закрыта на реставрацию. Обидно? Да, немного. Очень было интересно посмотреть. Но я считаю, что мы в Стамбуле первый раз, ознакомительный раз. И думаю, что мы далеко не последний раз здесь. Поэтому еще обязательно увидим. Идем дальше смотреть другие достопримечательности. Тут, конечно, кипиш, обилие ароматов, куча народу. Прям вот как муравьи вот так. Все кишит. Мы на Гранд-базаре. Самый огромный, самый попсовый рынок в Стамбуле. Пошли скорее смотреть, чего там продают, предлагают, как они нас будут заманивать, какими уловками. Пойдем. Тысячи поддельных Фенди, копий Дольче Габбана и множество других мировых брендов здесь можно найти за любой прайс. Хотите одеться модно, броско, ярко и недорого? Вам сюда. Также тут можно попить чай, выбрать ковер, шляпку подобрать и одеться в золото, как оригинальное турецкое, если такое есть, так и бижутерию. В общем, хотите новый лук, выглядеть круто в Инстаграме? Вам сюда. Чтобы вы понимали мое отношение к рынку и покупкам, вкратце расскажу. Вот как я выбираю джинсы. Приезжаю в торговый центр, вижу сразу магазин с джинсами, иду туда, выбираю две пары, которые мне, наверное, подойдут, меряю первую из них. Если подходит, тут же иду на кассу, покупаю. И, собственно, на этом мой шопинг закончился. Вот так я люблю шопинг. Вот так я люблю торговые центры. А представьте, какой ад для меня этот рынок. Поэтому надо быстрее отсюда валить. Мужики, если ваша любимая вас сюда тащит, запасайтесь терпением и деньгами, либо выдумывайте что-нибудь, включайте фантазию. Но таких рынков, на самом деле, я в детстве повидал. Все там одевались. Вся одежда была оттуда. И вся вот такая. Поэтому это скорее ностальгия, а не диковинка. Говорят, что одна из самых красивых мечетей в Стамбуле — это как раз та, куда мы идем. Это Сулеймания. Это место, где
захоронен султан Сулейман и Роксолана, там, его спутница. Вот. А еще тут мне Даша сказала, что вроде бы это место то самое, где снимали этот сериал-то, как он? «Великолепный век». Если вы смотрели и знаете, напишите, потому что мы догадываемся, что это было здесь. Не знаю, что, реально такой популярный сериал, Даша? Даша говорит, да. Пойдемте посмотрим, какая красотища внутри, как там все сделано, потому что место-то реально древнее. Вот уже, по крайней мере, на входе тут такой парк, справа от входа мусульманское кладбище. Мы зашли в ту часть, где захоронены приближенные султана Сулеймана. И такое ощущение, что, ну, Даша говорит, что тут прям как будто многие из них упоминались в фильме. Вот я сейчас запускаю титры, если это можно так назвать. Посмотрите, может быть, видите какие-то знакомые имена. А вообще здесь надгробия от самых простых до необычных и даже помпезных. Давайте пройдем дальше и посмотрим, где вообще сам султан Сулейман. Вот так вот мы вышли из этого склепа. Я почувствовал, что что-то я проголодался там. Вообще вот этот комплекс Сулеймания включает в себя не только мечеть, но и библиотеку, школу, обсерваторию и бани. А еще здесь прекрасный парк, где можно посидеть на траве и перекусить. Это да, то, что осталось с завтрака. Морковочку за вас. А еще мне интересно, как с самими турками воспринимается вообще вся эта история с Сулейманом. Ну и кто он вот сейчас для них, какое его значение сейчас в их жизни. То есть так же, как для русских, Иван Грозный, который, ну, когда-то был, ну, где-то вот видели на картинке его, ну, в фильме видели, хорошо, Иван Васильевич меняет профессию. Знаем там пару фактов, что он там завоевал много территорий и сына убил своего. Но в целом это как что-то близкое к сердцу, нет, не воспринимается. Мы не ходим им поклониться на его могилу. А вот интересно, для турков это реликвия, это святыня, это что-то близкое, это так же, как вот дома висят фотографии и семьи, и следующая из них султана Сулеймана, или как? Вот кто знает, у кого есть друзья турки, там, знакомые, вот напишите, пожалуйста, потому что, ну, реально интересно. Ну и помимо того, что здесь мечеть и такой комплекс мемориальный, здесь просто хорошая территория, люди приходят сюда отдыхать. И, ну вот, например, вот сидят на травке, и здесь открываются обалденные виды на Галатский мост, на бухту Золотой Рог, которая соединяется с Босфором. Можно просто приходить и любоваться. Вот такая вот еще какая-то часть комплекса. Это прям внутренняя площадь. Здесь, видимо, вход в мечеть.
В общем, вот так выглядит эта мечеть изнутри. Вот буквально совсем недавно видел Айя Софию и эту мечеть. Ну прям, ну разные. И настроения в них разные, и интерьеры в них разные. Смотрите, как моя Даша там вырядилась. Классно, правда? Такая вся там упакованная. Вообще в мечетях, еще раз я повторюсь, потому что я это говорил в прошлое наше путешествие по Кавказу, в мечетях классно, мне очень нравится, что тактильное ощущение, вот этот ковер, ароматы, ну, в общем, приятное ощущение, вот, просто посидеть, просто расслабиться. И здесь не исключение. Я думаю, в общем, надо завязывать Сулеймание и уже идти куда-нибудь дальше, смотреть Стамбул. А вот эта часть с куполами, это, видимо, бани. Обычно они так выглядят. Доехали на трамвайчике до остановки Каботаж. Здесь большой порт, с которого можно уплыть в азиатскую часть города. Но славно это место не только этим. Здесь находится большущий дворец Долма-Бахче. И прямо за мной стадион футбольного клуба Бешакташ турецкого. Ах, интересное место. Ладно, пойдемте смотреть культурные достопримечательности. Спортивные, к сожалению, только снаружи. Вот эта касса. А вот это очередь. Честно говоря, стоять нет никакого желания, поэтому смотрите, какая красотища. И на этом все. Вот они, мастера парковки. В общем, мы с Дашей решили взять экскурсию за 30 лир с человека, почти 2 часа кататься на кораблике. Ну, в общем, со станции Каботаж мы поехали, и туда же нас отвезли. В пути действительно очень много красивых мест вдоль Босфора, очень много разных вилл, дворцов. Очень красиво, и Стамбул все больше и больше впечатляет. Я понимаю, что там 4-5 дней, конечно же, мало, чтобы увидеть этот город, но это уже хотя бы что-то, это уже возможность с ним хоть чуть-чуть познакомиться.
так вот мы шли по пешеходной тусовочной улице Истекляль, увидели арку, зашли в нее и обнаружили католическую церковь внутри, потрясающе красивую, с каким-то очаровательным двориком. И, зайдя внутрь, мы попали на службу. Я первый раз в католической церкви. Чрезвычайно интересно, необычно, как в фильмах. Слышите? Вот повезло же нам, а? И вот мы сегодня были в мечети. Там помимо мусульман было достаточно много туристов, в том числе, видно, что не мусульман. И вот сейчас было тоже интересно увидеть, что в католическую церковь прям заходили женщины-мусульманки в рясе. Видимо, культуры смотрят друг на друга, общаются. В общем, здорово, что нет какого-то четкого разделения, и можно просто прийти и насладиться этим. В общем, мне понравилось. Пойдемте дальше. В общем, вышли мы из церкви со светлыми душами, так сказать, очистившиеся. Пошли пробовать местные напитки. Вот, например, раки я заказал. Раки – это турецкий национальный напиток, так его назовем. Он спросил, с водой или нет. Он принес воды. Я говорю, я не знаю, как правильно, покажи. Он в итоге, вот тут была раки, вот тут ничего. Он в итоге сюда залил воды, сюда залил воды. И что там пить-то осталось? Там было-то вот столько. Не знаю, сейчас попробую. Вот была прозрачная жижа, стала мутная. Пахнет анисом. Как вам сказать, так, бехеровку пробовали когда-нибудь? Там тоже анисовая история. В общем, какая-то анисовая история. Чуть-чуть сладенько, но не сильно, не приторно. Но вот анис прям выпирает. Не знаю. С первого глотка я бы не сказал, что прям вау. Может, надо побольше попробовать. Я так понял, ее все-таки запивают. Странная история. Да. Ой, турки, а. Так ничего, в принципе. В конце концов, в этом же заключается познание культуры в том числе. Чтобы пробовать национальные напитки, дегустировать. Вот. Но, так сказать, то, что сердцу мило, от него не отречешься. Я сам не понял, как это получилось. В общем, сидим рядом с главной улицей вот этой веселой. Так, как она называется-то? Истекляль. Сидим на верхнем этаже с панорамным видом. Отдыхаем. Пока так. Дальше пойдем смотреть. Дальше ночной город. Вот, Саша опять будет есть. Сколько можно есть. В общем, взяли мы на улице в какой-то кафешке вот такой вот классный набор еды. Шашлычок из барашка, баклажаны, перец, белое сухое вино. И Даша, умница, нашла какую-то прекрасную набережную, длинную-длинную, с лодочками, прямо вот напротив всех мечетей. Прям вот очень красивое место, и мы сели здесь с этим видом. Мы будем ужинать и проводить королевскую ночь, потому что завтра мы улетаем, но не к сожалению.
вы все увидите, но это будет завтра. Сегодня у нас трапеза. И пора отдохнуть немножко, на самом деле. Так что, чао, пока.